У нас получилась кристаллическая пчела. Все, 7 наставли у нас есть. Получаем под задачу. Все! Выполнили задание. Ну что же, я всех рад приветствовать с вами с новый эфир и добро пожаловать в продолжение прохождения сборочки Vortex. Ну что же, начинаем! Ох, друзья, на чем мы остановились в прошлой серии? В прошлой серии мы остановились на том, что мы расширили барьер, нашли какого-то странного чувачка, старого дедуса какого-то, который пришел к нам, старейшину так называемого, и также получили свою первую медь и смогли сделать железные инструменты, а также броню. И вы меня спросите, какого, спрашивается, черта, я нахожусь сейчас где-то в какой-то халупе, в каком-то непонятном помещении, где я вообще? Это помещение я построил за кадром, опять-таки. Можете заметить справа сверху таймлапс, как я немножечко переезжал. И что же, где я сейчас нахожусь? Я сейчас, пожалуй, поставлю максимальную прорисовку, которая у меня есть. Неспроста. Я просто хочу посмотреть, где я поселился. А поселился я, поверьте мне, уж на очень красивом месте. Если мы выйдем сейчас вот сюда, у нас будет такой маленький дворик, и если посмотреть в округе, мы можем заметить вот такую вот прекраснейшую картину, которая окружает нас. Там у нас находится маленький лес, если не ошибаюсь, это красный, да, красный лес. После того, вон там тоже красный лес находится. В той стороне у нас начинаются еловые елки, а также другие какие-то деревья, ну и красные тоже есть. И с той стороны у нас поляна, и там у нас идет вода, туда идет река, и также там идет океан. Что же я еще сделал? Вы спросите, кстати, где еще пчелы, где все остальные мобы, которые я, собственно, в прошлой серии получил. Они находятся у меня вот здесь. Если зайти вот в эту вот так называемую комнатку, теплицу, пасека, не знаю, называйте как хотите, мы можем заметить продвинутый улей, продвинутый улей, продвинутый улей, продвинутый улей. Да, в каждом из этих ульев находится по 3 пчелы, но за исключением вот этого вот улья, здесь находится всего лишь одна, и у нас здесь вырабатывается обычный мед и обычные соты. Где же находится медная пчела? Вот здесь, если мы сейчас спустимся вот сюда, у нас здесь находится наша медная пчела, которая, кстати, уже забита медом. Надо ей немножко подсунуть. Да, что я сделал? Надо ей немножко подсунуть бутылочек для того, чтобы она продолжала работать. Вот, здесь у нас находится медная пчела. Я буквально прокопался пару блоков вниз, но здесь даже не пару блоков, я здесь выравнивал, как вы можете заметить, ландшафт. А под нами, вон, видите, шахта идет. Она идет в ту сторону. И вот здесь, по сути, если выкопаю вот этот блок, видите, шахта идет. И вот здесь была медь. И вот, собственно, пожалуйста, я поставил сюда улей прямо под своим домом. Что же я еще сделал за кадром? Выполнил пару квестов, я даже не знаю, каких на самом... ферм квесты выполнил. Какой? Маслокрутку, вы припичную воронку. Спасибо большое. Я же все свои вещи перетаскивал, и тем самым мне получилось добить много квестов. Что же, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что нам нужно развивать колонию. У нас открылась вкладка «Колониализм». И нам здесь очень много чего надо будет сделать. Первое и самое главное — это хижина строителя. Это то, что нам нужно сделать, но перед этим мне нужно взять где-то должна быть здесь ратуша. Кстати, по ощущениям довольно громко. Давайте я чуть потише сделаю. Возьмем сейчас инструмент строителя, а также ратушу. И, само собой, давайте возьмем хижину строителя. Забитый гвоздь — основа дома. Хижина строителя — второе по значимости строение вашей колонии после ратуши. Строитель — самый важный член общины и отвечает за возведение всех домов и построек колонии. Вы можете назначить строителя вручную или оставить назначение поселенцев на рабочие места в автоматическом режиме. После назначения укажите ему построить его хижину, чтобы позже перейти к строительству ратуши. Важно понимать, что строитель не берет ресурсы для постройки из ниоткуда. Их вам необходимо приносить самостоятельно или в дальнейшем через курьера и склад. Посмотреть список всех необходимых для строительства ресурсов можно в панели управления хижиной. Открыть инвентарь, все это вот самое. Также строителю пригодятся инструменты, сначала деревянные. С улучшением хижины можно будет каменное, железное, алмазное и так далее. Делается она в целом довольно просто, но нам нужен наностальный топор. Это наносталь. Собственно, да. Для начала нам нужно идти в мистицизм и здесь сделать какие-то цветочки. Самое базовое, самое начальное можно сделать водогортензию. Водогортензия делается в целом довольно, просто, за исключением эссенции природы, потому что, к сожалению, у нас же в прошлой серии барьер снялся, и теперь у нас быстрое выращивание, называемое, не работает. Теперь, по сути, нам нужно выращивать все самому. Можно посмотреть сейчас, что нам надо выращивать для того, чтобы посадить это все. Я, правда, дурачок, забыл это сделать за серией, но... Извините, забыл, провтыкал чуть-чуть. Да, но есть одно но.
и оно не маленькое. Дело в том, что не все культуры растут днем. И мне интересно, вот допустим, гурмалис это не то, теплолилия, а где здесь? Ну, эндопламя, ладно, но оно делается довольно тяжело. Для этого нам надо уже... А, нет, нам не надо. Сразу же эндопламя сделать. Но опять-таки нам нужны две эссенции природы. Мне сейчас не хватит ни на одну, по сути, своей. Потому что мне не хватает картошки, мне не хватает пшеницы. Для того, чтобы сделать хотя бы одну. В целом, остальных материалов не хватает. То есть мне, по сути, надо лишь где-то найти картошку и пшеницу. Пока в остальном у меня, слава богу, все есть. Кости у меня тоже есть, то есть мы можем сейчас, если что, расплодить немножко. Поэтому давай возьмем ведро и мотыгу. Давайте спустимся вот сюда. Да, есть единственный нюанс, конечно, кое-какой. Этот нюанс заключается в том, что, к сожалению, или к счастью, я не знаю, конечно, нельзя как-то убрать вот эту траву быстро. Да, вот надо все время вот так вот ее разравнивать, и вот так вот страдать. Потому что других вариантов нет, просто попросту реально. Давайте сейчас пойдем поспим, потому что у нас ночь, надо сейчас поспать. И да, можно попробовать эндопламя сделать, потому что эндопламя это один из самых... О, лето начало. У меня картофель перестал расти, зато пшеница начала расти. То есть это как бы и круто, и классно, и весело, но в то же время как-то не очень классно, весело. Можно взять бум, такой вот. Если немножечко подровнять. Я в целом примерно так и равнял на самом деле. И, ну я не знаю, правда, есть ли смысл садить теперь картошку, с учетом того, что она теперь будет, ну, просто не расти. Она, ну, расти не будет что-то. Ай, сломалась. Ну, ничего страшного. Но в любом случае я посажу, потому что мне она в любом случае надо. И давайте еще вот здесь эту пшеничку посадим. И будет она расти у нас своим ходом. А вот картошку придется, конечно, нам, да, немножко размножить, так скажем. Но это не проблема. В целом мы можем сейчас взять много костей. Просто сейчас сделать вот так вот. Ты смотри! Костная мука еще не всегда срабатывает. О, как. Горох, мята, помидор. Спасибо. Оказывается, оно еще не всегда выращивается. Ну, ладно, давай посадим еще 3 штучки, пусть будет. Может еще типа начало лета, может еще недалеко весна ушла, может картошка еще будет расти. Окей, что нам надо дальше? Нам дальше нужно сделать... распространитель маны. Делается он в целом довольно просто. Реально довольно просто, только нужно любой мистический лепесточек и медь. У меня, кстати, есть немножко этой штуки, только где делись мои вот, разливочная машина, и мне нужна центрифуга. Вот она. Давайте мы поставим куда-то их сюда. Центрифуга, на, держи. Еще, кстати, у меня же вроде бы... вот, у меня 31 медь есть, и даже не надо ничего делать. Так уже есть. Я же добыл немного. Также есть железо чуть-чуть. И что нам еще надо? Медь, да? Все, просто один кусочек меди. Карман. Делаем сейчас первый распространитель маны, получаем за это квест. И также давайте сделаем вот такой вот жезл леса. Для него нам, правда, понадобится немножко жизни дерева. Я даже сказал, немало дерева. Возьмем сейчас 2. Хотя давайте какой, я не знаю, какой-то прикольный сделать. Слаймовый взять и фиолетовый. Сейчас я вам просто покажу, в чем дело. Смотри, делаем вот так. И оп, видите, можно поменять местами, и видите, будет меняться текстура. Ну давайте вот так вот сделаем. Прикольно смотрим. И все. Жезл леса, все готово. И у нас здесь... А почему здесь много всего так открылось? Мистическая монета и саженец радужной березы. Не, ну если мне ее дали по квесту, значит она мне явно нужна, пусть растет. И что? Дальше у нас создайте материалы из маны. Подготовьте практически все основные материалы из маны для ваших будущих работ. Блок пыли, спасибо большое. Некоторые из них имеют невероятно. Да, спасибо, буду иметь в виду. Блин, вот смотри, дальше мы сможем сделать жаровню. Так. Подожди, мистическая монета мне впервые падает. На протяжении всего игрового развития вы будете получать различные мистические предметы, каждый из которых имеет свое уникальное предназначение. Одними из таких предметов станут мистические монеты, получаемые за выполнение цепочки заданий и торговли с гоблином, появляющимся во время одного из весенних событий. Вы можете потратить мистические монеты на полезные ресурсы при торговле с тем самым гоблином, или же закинуть мистический колодец, который, собственно, вот. Но мистический колодец у нас пока его нет, у нас он в целом по квесту в пристанище, вот он у нас. Но он пока что делается, невыполнимо чуть-чуть, потому что нам нужна линза маны, а это нужно как минимум 4
слитка моностали. И что? Распространитель маны у нас есть. Также у нас есть, что еще? У нас есть бассейны маны, я точно знаю, вот 2 штуки есть. Да, мы уже можем поставить где-то, давайте вот здесь вся процедура происходит, можем поставить распространитель маны, поставить пока 2 бассейна, пусть будет 2. И вот, как можете заметить, если посмотреть с посохом леса в руках, вы можете заметить направление данного распространителя маны. Если зажать Shift, нажать по нему правой кнопкой, вы увидите то, что вокруг него, видите, такая появилась какая-то слабо заметная окантовка, которая переливается разными цветами. И если нажать по бассейну маны, ну, он, видите, прям четко будет направлен именно в бассейн маны. Также, если что, вы можете вот под распространителем увидеть, к чему он привязан. Все, это в целом все, что я могу вам сказать пока что. Для того, чтобы нам продолжить, нам надо мана-сталь. А мана-стали получается у нас только если сделать какие-то цветочки. Скорее всего, мы будем делать эндопламя, это нам надо целых 2 эссенции природы. Целых 2, а у меня не одну. Не, давай, окей, давай попробуем. Нам надо, получается, сейчас взять еще где-то вот разделочный вот этот прикольчик, доска. Взять капусту, кремниевым ножом тык, чтобы получить сейчас 2 листа. Это можно выкладывать пока назад. Дальше 2 помидора нам надо, 2 сладкие ягоды, 2 пшеницы. Что нам еще надо? 2 морковки, 2 картошки и тесто, которого, кстати, у меня даже нет. А тесто у нас что? Напомните, пожалуйста. А тесто это 3 пшеницы, да. Ждать, пока вырастет пшеница. Потому что костей у меня, к сожалению, никаких нету. Такое себе. Надо, кстати, поставить обратно маслокрутку, потому что механизм не будет рабочим. А это можно выложить назад. Ну окей, получается, нам нужно просто сейчас ждать. Хотя, может, подожди, может, все-таки работает эта система, которая вот это вот приседание. Может, она все-таки будет рабочей? Нет, она не робит, она не работает. Все, видишь, я пытаюсь даже капслок нажать, а он не работает. Видишь, я даже приседаю, это не получается. Черт побери. Ну да, для хижности, по сути, нам нужно сейчас просто много моностей. Но, окей, допустим, ладно. Также в предыдущей серии мы занимались разведением наших пчел. И мы закончили на том, что нам надо, ну, по сути, выполнить вот эти вот, не выполнить, а получить вот эти все пчелы. Есть один прикол. У нас есть железная пчела, которая получается благодаря кристаллической и медной пчеле. В ту же очередь кристаллическая — это пчела-каменщица и пчела-листорезка. В то же время эти все пчелы получаются пчела-каменщица. Вот здесь получается в каменном пчелином гнезде, а листорезка получается в земляном. К чему я это веду? Если сейчас посмотреть вот сюда, мы можем увидеть, что у нас есть плотник, пепельная, каменщица, листорезка, кстати, та самая, и все. Ну и каменщица. Благодаря этим мы можем получить кристаллическую пчелу, но есть один маленький нюанс. Я не знаю, с каким шансом можно получить кристаллическую пчелу, и можно ли получить, если попробовать просто подсолнухом, например, их размножить. И как раз таки это я и хочу проверить. Сейчас, если мы спустимся вниз, или даже можно не спускаться, можно их сюда пока запихнуть на самом деле. Хотя, ну я не знаю. Давай вниз туда попробуем закинуть к медной. Бедная пчелка все равно тут одна единственная, пусть сидит, вся кайфует. И давай попробуем. Давайте выставим их, можно их изучить. Для того, чтобы получить квесты. Да, выполнись! Все, выполнен. И давайте их попробуем размножить. Если их размножить, получится ли у нас кристаллическая? У нас получилась кристаллическая пчела! Продуктивность высокая! Подожди, это по сути нам все? Да, медная осталась. А подожди, а как медная делается? Пепельная шахтерская. А у меня все эти есть пчелы? Или я чуть-чуть глупый, подожди. Пепельная. А, вот, смотри, шоколадная шахтерская. Во-во-во. Продуктивность высокая, выносливость средняя. Смотри, у меня есть и пепельная. То есть мы, по сути, можем создать еще и вот эту. О, ребятки, чувствую, сегодня начнется прям шоу красиво. Что нам надо? Вопрос. Что опыляет кристаллическая пчела? Как посмотреть? Как узнать? Кварцевый блок. А пепельная, допустим, шахтерская, она ничего не делает, она просто служит для создания, окей. А железная пчела, скорее всего, ну, логично, это железный, либо любое что-то железное, короче, по сути. Можно даже железный блок тоже. Ну, а здесь, скорее всего, то же самое, да, то есть можно любое что-то медное, логично. Здесь, либо что, кварцевый. Но кварц, к сожалению, у меня отсутствует, кварца у меня, к сожалению, нету. Ну и, по сути, нам он не сильно нужен, по логике, да? Ну, по сути, да. Давай также, кстати, сейчас сделаем. Я не знаю, как это можно реализовать. Можно, ладно. Все нормально, расслабьтесь. Я просто хочу сделать еще клетки сейчас. Доски нужны. Извиняй, протупил слегонца. Пчелиные клетки, спасибо. Просто я хочу сейчас забрать те 2 пчелки, потому что я понимаю, что они сейчас делать, по сути, ничего не будут. Они будут просто летать
и просто сидеть вот здесь вот. Ну, хотя, на самом деле, пусть все сидят. Пчела-каменщица, вот смотри, что ты опыляешь? Любой цветок, вот он. Смотри, какая красивая. 1000 секунд нам надо ждать, пока она вырастет. А листорезка чё? Тоже любой цветок опыляет. Но можно сюда еще просто 2 цветка добавить. Пусть они будут опылять их. Я не знаю, конечно, к чему это может привести на самом деле. И есть ли в этом какой-либо смысл, но пусть будет. Может, они будут приносить красивые какие-то соты крутые, которые нам будут очень полезны. Возьмем тот же самый подсолнух, почему бы, собственно, и нет. Пшеничка что-то пока растет. Медленно, но уверенно. Так, привет, пчелки, нате вам подсолнуха. Можете их опылять, можете кайфовать. Комнатка у них в целом довольно шикарная, я считаю, прикольная. Правда, есть маленький нюанс в том, что все эти пчелы не поместятся внутрь. Да. Но хотя они могут меняться между собой, не проблема. По сути, нам лишь осталось дождаться, пока вырастет пшеница. Ну, либо где-то попробовать ее надыбать. Дыбать я, к сожалению, нигде не смогу, скорее всего. Да, можно попробовать пойти какое-то маленькое путешествие. В целом, почему бы, собственно, нет? Может, кстати, каких-то пчел получим, интересно. Правильно? Что бы нет, собственно. Как раз, может, каких-то еще и существ найдем. Но когда я перед этим я сделаю лопату новую, потому что у меня та сейчас поломается полностью. И можно пойти куда-то побегать. Можно получить квест бобовых бревен пассив. Вот там меня больше всего... Опа. А вон туда нам надо сходить. Вот туда нам надо сейчас будет сходить. И вон туда. Там еще наверх... А, это деревня! Видимо, деревня. Кстати, она находится на самом деле недалеко от моего дома. Мой дом где-то в той стороне. Воу! Аккуратно, не падайте. Где-то вот здесь, да, вон в той стороне он находится мой дом. А вот это что? Какая-то структура. Вон еще какая-то структура. Тут еще овцы, кстати, бегают, на самом деле. А я бы, блин, было бы у меня железо, я бы состриг у них кожу. Было бы очень приятно. Так, окей, привет. Куча картошки, куча всего. Я буду на самом деле прям все собирать. Даже тыквы те же самые. Я буду прям все собирать, потому что все нам пригодится, все нам надо. И смотри, у кого-то есть задание, у кого-то есть что. Ой, есть куча всего, что нам придется изучить. Но зато деревенщицы остались такими же позорниками. Я знаю, что это. Я знаю, что это, и вон там страшно. Я знаю, что это, и там страшно. Очень, поверьте мне. А вот здесь, кстати, могут попасть... Мазики, золото. Вау. А вот за это большая благодарочка. А вот здесь может карта какая-то попасться. А, даже так, даже заклинание может попасться здесь. Даже так. Ну, компас, кстати, я бы взял. И, конечно же, огненный шар я бы тоже взял. Нам бы желательно поспать бы, правда, если... О, доброе утро. Встаем, пойдем и... Ой, что у вас здесь происходит? Фермер-новичок, привет. Чё? Ничего, ледовые коньки. Что это? Плюс 1 единица опыта за каждую секунду ускорения способности скольжения. Увеличивает скорость передвижения по льду в зависимости от продолжительности скольжения. Да? То есть я это могу надеть? Не могу. Я это не могу одеть. Почему-то, кстати. Блин, я бы... Ладно, пусть сюда все пока запрыгивает. Потом уже там дома разберемся совсем. Нам все равно здесь еще... Ах, костюм. Пшеничка. Это, кстати, мне... Тихо, Галя, не бей. Это арбуз? Это тыковка. Подзадача выполнена. Спасибо большое. Так, здесь у нас кроватки. Здесь у нас плотник. Это же плотник же вроде. Ну, ткацкий станок, это ж плотник вроде, если не ошибаюсь. Я на самом деле здесь еще кое-какое другое здание. Я еще здесь здание... О, как. Здравствуйте. С вами приятно иметь дело. Здравствуйте. С вами очень приятно иметь дело. Волшебные чернила. Кстати, все это можно изготовить в башне чародея. Божественная жемчужина, эссенция волшебства и... очищающий камень и начертательный стол. Чудной писарь. Благодаря этой штуке мы можем сделать свое первое заклинание. Ну как заклинание? Это громко сказано, конечно. Мы можем вставить уже имеющиеся заклинания, которые у нас есть, к примеру, тот же огненный шар, и его использовать. Но для этого нам нужна, правда, книга заклинаний, как раз таки, которая падает либо с боссов, либо можно скрафтить, кстати, какую-то из... Правда, ее бы найти, конечно. О, сколько здесь заклинаний. Не, на самом деле...
Книга... Блин, есть просто заклинание. Или фолиант какой-то. Я не помню, как он просто называется. Фолиант, может, не? Может, писарский стол пока. Вот это, кстати, очень полезная штука. Это, если не ошибаюсь, вейстоуны. Это те вейстоуны, благодаря которым мы сможем, да, телепортироваться. Блин, я бы его забрал. А мне больше, ну, для того, чтобы дома телепортироваться. Может, еще получится где-то еще один найти. Благодаря нему получится... кстати, здесь тоже будут сейчас прикольчики всякие. Жемчуг. У меня получится телепортироваться между этими вейстоунами. Вау. А вот это что-то очень, видимо, крутое. Вот это прям, я так понимаю, прям, ну, очень что-то крутое. Наверху у нас тоже должно быть что-то. Писарский еще один стол и немножко книжных полок. Книжные полки я бы на самом деле забирал. Книжные полки пригодятся в любом случае для зачаровательного стола. Или стола зачарований, кому как правильнее. И вон там еще что-то есть, видишь? Во-во-во, какая-то структура вон там есть. Ну, давайте отправимся домой. У нас появилось немножко пшеницы. Мы сможем сделать сейчас эссенцию волшебства. Ой, какую эссенцию волшебства? Эссенцию природы. И уже благодаря этой эссенции природы мы сделаем... Что мы сделаем? Напомни мне. Мы сделаем эндопламя, точно. Вот прям как... Так, вон мой дом. Вот мой дом, то есть, ну, очень недалеко находится деревня. Я же говорю, прямо буквально по реке проплыть. У нас будет где-то здесь мой дом. Что буквально, ну, пару минут, и я уже в деревне. Круто, классно. Сейчас поставим обелиск домом. Можем, если что, телепортироваться. Подожди, планы отменяются. Я нашел кучу пшеницы. Сюда. А что здесь? А здесь куча всяких интересных прикольчиков. Это я бы на самом деле все пособирал. Здрасте. Что бы я выкинул, подскажете? Это я выкинул бы. Не-не-не. Мне изумруд просто надо чуть-чуть. А хлебушек можно скушать. Для здоровья, как говорится. Давай я сейчас быстренько тут все разложу. И какой-то бы взять сундук сейчас. Какой-то, правда, я не знаю какой. Вот можно вот эту всю сейчас земку выкинуть. Закинуть ее сюда. А вот сюда закидывать все принадлежности для мод. Ну ладно, начертательный стол можно поставить, так уж и быть. А вот все остальные приколы можно повыкладывать по сундукам. Ну и все, вроде бы разложился. Давай смотреть. Нам надо 2 помидора, нам нужно 2 сладкие ягоды, нам надо 2 картошки, 2 морковки. Блин, на самом деле я даже сделал 2 цветка на самом деле. Думаю, у меня с этим не возник трудностей. Так, далее лист капусты 2 есть, давай еще один сделаем. Чик-чик. Можно нож положить сюда, если что. Так, и что еще? Свекла 2 штучки. И осталось лишь тесто. Ну еще пшеница, кстати. И тесто, естественно. Раз. Ведро воды надо. Дай ведро. Картошка. Блин, она растет, видишь, тут 14%, она как бы растет, но как бы очень слабо. Прям я бы сказал, ну гипер слабо она растет. Это чуть-чуть грустно на самом деле. Было бы очень хорошо, если бы она нормально росла. И все. Нам осталось только взять еще 4 вот этих вот бутылочки. Задание завершено, везде задание завершено. И сделать 4 эссенции природы. И забрать кучу квестов, кстати. Получаем фермерский мешок, кофейные зерна. Спасибо. Нам нужно эндопламя. Для его создания нам потребуется 2 эссенции природы. Есть такое. 1 мистический светло-серый лепесток. Красный и 2 коричневых. По коричневому у нас есть. Красные есть. И... Можно их сразу же, кстати, переделать на самом деле лепесточки. И светло-серый тоже у нас в наличии имеется такой. Все. Кстати, желательно поспать еще. У меня откуда-то, кстати, сопротивление появилось. Я не понимаю, правда, откуда. Откуда-то у меня сопротивление. Недалеко, кстати, идем. Вот и он, кстати. По сути, все. Да, по сути, все, что нам надо, у меня есть. Давай даже проверим. 2. Подожди, здесь же по одному, нам 4. Здесь-то нам вообще 2. Это можно выложить. Ну, точнее, даже не выложить, надо будет это посадить, вырасти. Вот, такие вот нам надо рецепты. И также взять еще 2 семя пшеницы. Ну, естественно, ведерочки надо взять сейчас. У меня есть еще одно ведро в наличии. Но есть у меня керамическое. Пусть будет керамическое. Давай лепестковая чаша, где? Вот. Давай поставим сюда. Первый. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Готово. И просто вуть. Очок немножко, извините. Прав тыкал. Случайно закинул семя пшеницы. Мой косяк. Нет, отдай. 2 эндопламя у нас есть. Отлично. Получаем за это еще угольный блок. Это, кстати, поверьте мне, очень полезно, кстати. И что? У меня еще есть немножко угля. Можно сделать еще немножко угольных блоков. Пошли пробовать. Сейчас, если мы поставим эндопламя вот сюда и вот сюда, у нас они подключатся сразу же к распространителю. Если, кстати, даже можно поставить куда-то вот сюда, чтобы вместе они стали. Если кинуть угольные блоки,
спустя чуть-чуть буквально времени, вот, видишь, они начали производить ману, которая сразу же идет вот сюда. Вы можете заметить, что вот появляется мана, и потихонечку она наполняется вот здесь. Вот видишь, такие вот прикольные эффекты. Но заметьте, и запомните, для этого блока, точнее для этих цветов, я бы даже сказал, нужно просто неописуемое количество угля. А здесь есть медь. Спасибо. То есть желательно вообще сделать в данном случае угольная пчела, которая делается со света пчелы и капчеладзе, кстати, тот самый, о котором мы говорили. Ну, камикадзе. Это нам надо, чтобы нас побили в шлеме специально, благодаря которому можно получить капчеладзе, а светокамень, это чё. Светопчела, это надо светокаменное пчелиное. Ну, это по сути просто светокамень. Кстати, мы его на самом деле можем получить, потому что светокамень у меня есть в деревне по табилийском телепортации. Поэтому да. Чё у нас здесь? Привет, кенты. Я так погляжу, у вас тут вообще все ну хотя... Блин, либо они глупые чуть-чуть, либо их прям надо, знаешь, типа, намекать, что вот их дом. Типа, им надо, ну, вот сюда именно потому что, видишь, они сюда почему-то не заходят. Скорее всего, мне сейчас надо взять мед, который, кстати, там же и лежит. Взять сейчас сделать клетки. И запихнуть именно прям вот туда. Как я хорошо объясняю, да? Прям, ну, завидовался бы каждый. Вот, у меня есть 4 пчелиные клетки. Если я правильно понимаю, если сейчас взять вот эту пчелу и тыкнуть именно по улью, то они будут привязаны к этому улью. Ну что вот, да, медная пчела начала как бы здесь все вырабатывать. Даже вот соту уже начал. И, кстати, кристаллическая скоро вырастет. Сделать железную пчелу. Блин, на самом деле для них бы желательно сделать еще один улей. Потому что я погляжу, что у них там место вообще как-то грустно чуть-чуть на самом деле. Ну да, может давайте создадим еще сейчас одни. Не, давай еще, может, создадим... Блин, я не помню, это ножницы. нам надо прям жизнь дерева. Да, угадал. 4 любых доски и 2 соли. Все, у нас в целом все есть. Правда, нам обычный улей нужен. Но это тоже мы сейчас организуем. Делаем обычный улей, обкладываем его вот таким вот образом и получаем продвинутый улей из красного дерева. Также, кстати, им желательно в ту же очередь сделать еще один костер. А это для того, чтобы эти пчелки, если что-то случайно ну, точнее, не получится, а если мы захотим их, например, разводить, чтобы они нас немножко не били. И на самом деле я бы этих пчелок отправил бы в другое чуть-чуть место. Хотя, ладно. Давай поставим вот сюда. Поставим вот сюда. Пусть они здесь теперь ходят-бродят. А мы пока пойдем сейчас посмотрим, что там у нас эндопламя. У нас закончился уголь, да? Да, уголь у нас закончился, но пока еще вырабатывается. Мана есть. Давай пробовать делать моносталь. Нам нужно сколько? Минимум 3, здесь 4. Это нам нужно 7 моносталь. Вот ровно 7 медных слитков как раз у меня есть. Давай сейчас попробуем создать. Можем кинуть. Как-то это плохо получилось у меня. То что тебе не хватает? Или медный слиток просто нельзя переделать? Надо именно железный слиток. Можно взять и железный слиток. Да, все верно. Все, 7 моностали у нас есть. Получаем под задачу. Мне на самом деле бы уголька подкинул. Давай так уж и выйдя вот этот стак их подкину. Чтобы просто, ну, вырабатывался мана потихонечку. Не будет проблемой большой. И теперь... берем всего лишь одно стекло. Делаем линзу. Мы получаем линзу. За это, правда, никакого не квеста, ничего. Странно. Я думал, я правильно? Странно. Я думал, за это хоть что-то получится. И что? Я могу так интересно? Я ножницы еще одни сделал, дурак. Красное дерево, давай сюда. Сейчас мы пойдем еще немножко жизнь дерева организуем. Нам оно просто нужно для создания жизни мана-топора или как для мистического колодца. Вот, линза маны. И также нам еще здесь надо плита из красной португальской плитки. Что? Жизни камень, булыжник, редстоун и гравий. Что? Не, ну все окей, но есть одно маленькое но. Маленькое оно заключается в том, что нам надо создать рисованную пчелу. Это светопчела шоколадно-шахтерская. Но у нас есть, можно сделать и светопчелу, и шоколадную шахтерскую. Точнее, это у нас уже есть. Нам нужна лишь светопчела. А нам нужно сейчас на следующий день выдвинуться, пойти в деревню, взять там светокамень. Можно взять будет светопчелу. Тем более у меня вроде бы медовое угощение есть. О, сделался, кстати. Жизнь дерева сюда. Давай, пусть еще одна партия делается на всякий случай. Лишним явно не будет. И, кстати, пшеница созрела там чуть-чуть. Делаем сколько? 2 ветки. Делаем моностальный топорик. Моностальный топорик нам нужен для чего? Моностальный топорик нам нужен для создания хижины строителя. Ну и все, да. Осталось лишь нам взять любые доски и инструмент строителей. Получаем хижину строителя. Инструмент строителя, кстати, у нас остается. Имейте в виду.
Можем, кстати, получить еще строительный мешок, за который мы получим 32 березовых бревна. Благодарю. Ну, пока подожди. Во-первых, нам нужно сейчас будет придумать, где ее построить. Где бы ее так возвести, так скажем. Блин, я бы на самом деле взял бы просто лодку и приплыл бы в деревню. Лодка должна где-то быть здесь. Потому что я точно помню, я на лодке сюда. Либо я слепой, либо я лодки. А вот она. Чё, блин. Я уже все тут переискал. Давай сюда дерево. Давай еще. Пусть делается. Как говорится, лишним не будет. И поплыли в нашу деревушку. Сейчас мы заберем оттуда светокамень. Если самое главное, что выпадет именно 4 пыли, будет вообще прекрасно. Вот и наша деревня. Нам буквально нужно пройти вон туда. И надеяться на то, что сейчас, если мы сломаем киркой светокамень, там выпадет 4 штуки. Потому что если будет по-другому, я тут не знаю, я буду плакать. И... О! 4 штучки. Ура! Мне это очень нравится. Круто, классно. И мы можем сразу же сделать в целом светокамень как блок. Сейчас нам буквально надо просто приехать домой, где-то взять, сделать этот вот так называемый улей прикольный, светокаменный, тыкнуть по нему медовым угощением. И пусть себе там делаются пчелки. Да, пусть себе пчелы будут там делаться. Я, наверное, их в пасеку закину, вот эти красивые, которые светокаменные. Потому что возле медной пчелы сейчас будет куча всего. Как-то некрасиво смотреться. И тем более, кстати, учитывая тот факт, что мы еще к медной пчеле подсунем железо, это будет вообще... шок-контент ощущение. Будет там вырастать и... Что там, казалось? Будет там расти и медь, будет там выращиваться и железо. Еще и редстоун будет выращиваться, кстати, я же для этого и хочу светокаменную сделать. Да, и это будет прям... круто. Давай, кстати, соберем еще пшеничку. На всяк случай. И чуть еще побольше посадим. Пусть пока, так как у нас лето, пусть это лето у нас достанется пшеницы. Да, картошка она растет, но... очень медленно. И по ощущениям она вырастет. Ну, блин, я не знаю, к осени, да и похуй. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Так, у нас есть бревно. Давай сейчас мы сделаем... Мне надо именно дубовые же здесь доски. Сделаем сейчас деревянный меч. Сделаем светокаменное пчелиное гнездо. Спасибо за подзадачу. И медовое угощение у нас также есть. Все, по сути, можно сейчас отправиться вот в эту нашу так называемую пасеку. Поставить где-то, я не знаю, пусть вот здесь будет... Тыкнуть медовым угощением. Почему работает? Ты смотри. Надо им на светокаменную пыль дать. Блин, ну такого у меня нету. Можно чисто в теории с помощью редстоуна сделать это. Как бы это ни было сейчас. Как бы это ни было сейчас странно, но нам для того, чтобы создать редстоун, нужен светокамень. Для того, чтобы создать светокамень, нам нужен редстоун. Автология? Согласен. Ну ладно, чё ж, тогда пока отложим вот эти приколы с вот этим вот созданием колодца крутого. По сути, все остальные предметы у нас есть. Нам лишь нужно где-то найти рисунок. Ну, в целом, можно и в шахту пойти, и не лениться. А можно, ну, как говорится, не выделываться и пойти в шахту. Если лень, то сиди и жди, пока найдешь светокамень. Ну, это в целом в любую деревню. Окей, пошли. Заболтался я конкретно. Эта серия у нас немножко болтовная будет. Какая болтовная, болтливая. Давай вот здесь немножко разровняем сейчас. Потому что чувствую, колонисты хереют от того, где они будут жить. И вот прямо вот здесь, я думаю, то, что хватит нам места для создания нашей колонии. Да, думаю, вот здесь прям прекрасное место. И что же, правой кнопкой нажимаем «Использовать». И вот мы можем выбрать наборы, какие мы можем использовать для данной деревни. Я думаю, то, что мы будем использовать обычный, самый базовый, самый обычный. И теперь нам нужно выбрать где-то в фундаментах, вот, ратуша. Вот теперь можно посмотреть, как она будет выглядеть. Вот такая вот ратуша. Мы нажимаем под ней, буквально можно где-то где угодно поставить. Кнопкой тыкаем и нажимаем «Готов». Все, создание первой колонии нам нужно теперь назвать. В году 13 после Крипера мы официально закладываем фундамент нового поселения, отныне именуемого. Мы обязуемся бережно относиться к нашей земле, обеспечивая безопасность, процветание и благополучие всех, кто называет ее своим домом. Кроме того, мы торжественно обязуемся развивать конструктивные отношения с потенциальными соседними поселениями. Пусть этот договор станет свидетельством нашей общей приверженности построению лучшего будущего для нас самих и последующих поколений. Подпишите указ и обоснуйте. Вау! Новости о недавно основанном поселении и ее подающем надежды старейшине быстро распространяются по округе. Уже очень скоро гости из дальних краев подтянутся в ряды вашей растущей колонии, если вокруг ратуши будет достаточно места. Эй, ура! И пошел дождь. Спасибо большое. Это что, намек какой-то. Давай где-то сейчас поставим еще
Хижину строителя. Вот, смотри. Приветствую. Я только что прибыл сюда и хотел бы узнать, не нужны ли вам какие-то советы по созданию колонн. Не-не-не-не-не. Я старейшина, я все знаю. Мне не нравится оставаться на улице на дождем. Моя одежда промок. Да, я в курсе, у меня тоже. Что я это делаю? Видишь, тут дождь идет, земля трясется. Страшно. Давай вот здесь сейчас немножко разровняем. И вот сюда поставим хижину строителя. А еще, кстати, я заметил, что у нас вечереет. Поэтому, ой, зависло немножко. Давай сейчас быстренько это все сделаем. Вот, хижина строителя. И главное, чтобы она по территории нормально совпадала. Если что, можно двигать это все. Нажимаем готово. Все, хижина строителя есть. Пошли домой быстрее! Пошли быстрее домой! Потому что, кстати, имейте в виду, что жители здесь могут убить монстры. Это очень важно, поэтому имейте это в виду и обезопасьте ваших жителей от злых монстров. Либо просто поспать, либо охранниками специально. Пришедшее несчастье прокляло всех существ в округе на смерть от страшной болезни. Ваш иммунитет стал слабее. Нет, смотри, поселение с Леона было убито зомби. Черт! Ну шо за what the fuck, motherfuck? Не, ну, вы серьезно? Вы на приколе. А, кстати, еще надо сделать каменные инструменты сейчас. Не спрашивайте зачем, пока что. Давай сейчас возьмем 4 камушка, здесь мы переплавим. Хотя ему медные сделал. Хотя я не знаю, можно ли медные давать. Поэтому пока пусть так уж и быть сделаем каменный. Для строителя это надо сделать просто. У нас же здесь в колониализме, вот хижина строитель. Свиток ресурсов нам желательно сделать. Что там еще у нас здесь по квесту? Камень рез архитектора, почтовый ящик. Ну это, кстати, чтобы я запросить или иной крафт, я могу у них это попросить. Ну, чтобы они это сделали, во всяком случае. Давай сейчас сделаем топорик, кирочку. И также им нужна еще лопата. Кстати, на самом деле, я бы сразу по 2 раза бы сделал. Ну, так скажем, 2 сразу. По 2 раза, короче, потому что может им не хватить. Вот все. Ну еще им мотыги. Дай мне еще дерево. Мотыги им нужны для того, чтобы ломать то ли листву, то ли что-то наподобие. Все, можно отправляться к хижине и пробовать что-то придумать. Блин, то, что умер у нас житель, это, конечно, гипер плохо. Прям, я бы сказал, очень плохо. Ну ладно. Да, вон у нас, видите, один единственный житель. Ну 2. Ну 3, ладно, окей. Так, и у нас здесь есть кто там? Строитель Нико Макки. Ознакомьтесь с руководством, спасибо. Сразу можно построить. Нам здесь по факту нужен булыжник, дубовые доски и все. Да, по сути все. Запрос на строителя создан для хижины строителя. Но есть один маленький нюанс. Мы можем взять стеллаж. Ну да, мы можем. Окей. Привет, я начал работу над хижиной строителя. Давайте сразу же дам инструменты. Вот здесь мы можем заметить, видишь, можем факела сразу отдать. Вот, у нас сейчас разравнивает здесь территорию. А мы в ту же очередь сейчас пойдем сделаем специальный свиток ресурсов для того, чтобы мы могли понять, что... Ну, по сути, мы можем сейчас просто взять с собой дуб и булыжник, сверсток, и пойти это все сделать на месте. Правда, у меня дуба не сильно много. Я бы дуб посадил. Я ожидал, вот саженец дуба дубовые есть. Дубовые саженцы дуба, это как я сейчас сказал. Саженцы дуба есть. Поэтому пусть они сейчас вот здесь растут. Вырастает немножко, потому что дуб нам нужен. В большом, кстати, количестве, на самом деле. Даже сейчас, скорее всего, ничего не сделаем, потому что у меня всего лишь 6 дубовых бревен. Окей, а кожа есть? Кожа, слава богу. И также нам надо сейчас инструмент строителя. Вот, свиток ресурсов есть. Отлично. И также нам нужно сделать сейчас сразу же стеллаж. Нам нужно сейчас взять один слиток, немножко его раздробить, взять доски, давай сюда, стеллаж есть, и все, по сути, нам сейчас нужно будет тыкнуть просто по хижине строителя вот этим вот свитком, и благодаря нему мы сможем смотреть, что им нужно. Что у нас тут, кстати, по мане? По мане у нас тут довольно много ее, кстати. Ну да. На самом деле, я бы сломал на всякий случай вот эти бы эндопламя, потому что я не знаю, гниют они здесь или нет. И что же? Я могу сказать. Давай выполним сейчас все квесты. Ой, я призыва корову. Спасибо большое. Жареный лосось. Блин, на самом деле я могу здесь... Ох, вот это здесь появлялось на самом деле всего. Я сюда не заглядывал. А здесь прям очень много чего появилось. По строительству, кстати, здесь очень много чего появилось. Я могу дуб тот же самый заказать. Но мне надо что-то попродавать. Капуста у нас растет только осенью и зимой. А что я могу продать? Я могу продать ящик моркови и капуст. Нет, не могу. Вот продажа у нас. Блин, на самом деле я могу салат. А как картофельный блин делается, скажите? Понял вас. Ну да, легче ящики продавать. У меня в целом... Ну, блин, ладно, капусту чуть-чуть можно потратить. 7 штук. Ну ладно, дай только 6. Спасибо за Какой? Светло-серый табурет. Пусть здесь. Мы можем продать 2. Получим сейчас ровно 200. Получим сейчас
полстака дубового бревна. Здесь еще 6 штучек есть. Возьмем сейчас кучу булыжника. И также верстак. Где-то. Все, пошли, давай нашим жителям. Сейчас мы сделаем все нужные ресурсы для них. Также тыкнем свитком, может, так скажем, или кайф. И да, вот, смотри, видишь? У него появился вот такой вот знак. Это значит, что чего-то ему не хватает. Он здесь уже, видишь, все разровнял. То, что ему надо. Да, только тыкнем свитком ресурсов. Вот, видишь, связанные ресурсы. Можем глянуть, что нам... А, нам 2 стеллажа надо. Черт. Ну, давай пока все остальные. Вот, булыжниковая плита, 16 штук. Ладно, я сразу могу тут всякие поддавать, кстати. Также давай отдадим верстак. Стеллаж одну штучку, и вот нам осталось лишь печку создать, которую, кстати, мы не сделали, потому что нам эссенции плавления не хватает. И дубовые всякие приколы. На, держи. Да, остался еще один стеллаж. И... Ну, я могу здесь в целом посмотреть, я думаю, да? Да, один стеллаж и одна печка. Ну, давай сейчас быстренько сделаем. Только я, наверное, тратить вот эти доски не буду сейчас дубовые, потому что они сейчас, так скажем, для меня это очень большой ресурс. Возьмем эссенцию... Одна печка нужна, да. Одна эссенция нужна. Чикс. Получаем печку. Давай на всякий случай возьмем также с собой кровать, чтобы там сразу же поспать. И все. Нам еще нужно будет построить сегодня день поселенцев погиб. Да, к сожалению, один поселенец всего лишь погиб. Давай сразу же поспим. Ух ты, красиво. Событие подошло к концу. Хорошего дня. Спасибо. Вовремя, конечно, очень. И добываем сюда последнее. Все, отдано. Можно вот 100% посмотреть. Что такое? Что такое? Стой. Возле моего места, напомни, спасибо. Да, вот здесь у нас вопрос. Бездельничаю, бездельничаю и бездельничаю. Для того, чтобы они не бездельничали, нам... А вот, кстати, могила как раз того самого. Не надо мне... Да, сейчас, по сути, нам нужно дождаться, пока сделается хижина строителя. А после этого можно будет создать все остальные. Например, там шахта, хижина рыбака. Вот она шахта, кстати. И хижина рыбака. Ферма, лесоруба. Ну и, естественно, самое главное, это дом. Но пока нам надо сделать хижину строителя. Это самое главное. Для того, чтобы он смог это все быстро построить. Ну давайте сейчас он быстро построит это все. Все! Выполнили задание. Территория в пределах 1 чат вокруг строителя добавлена во владение территории. Ваши исследования завершили прорыв. Они познали сетка из ниток, железная сетка, кремниевая сетка, алмазная сетка. Что? О, как? Это для просеивальщика? Все, мы выполнили квест. И по сути нам дальше надо создавать колонию. Это строить ратушу. Чикс. И также, кстати, еще им нужно будет построить... Можно построить не дом, можно построить таверну. Таверна — это место сбора поселенцев и путешественников. Здесь может жить 4 колониста. Но самое главное, что в таверну будут периодически приходить странствующие гости с высокими характеристиками, которых можно нанять за некоторую плату. И таким образом оставить жить в своей деревне. Делаться на самом довольно просто, но нужно вишневое вино. Да, вино, значит, ты хочешь начал. Да, он, кстати, уже начал работу над ратушей. Мы можем посмотреть, что ему для этого надо. Но опять-таки куча дуба, куча земли и куча... всего другого. Ну, давайте на этом тогда постепенно заканчивать. Серия выдалась и так уже довольно длинной. Я надеюсь, вам она понравилась. Мы потихоньку начинаем развивать нашу колонию, пчелок и всех остальных обитателей, так скажем, мира. И это еще не конец, это еще только начало. Спасибо огромное за просмотр. Подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь в телеграм-канал, подписывайтесь на телеграм и дискорд разработчиков данной сборочки. Также можете переходить по ссылочке в описании на сайт данной сборки, покупать эту сборку и играть также в удовольствие. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения, до скорой встречи, друзья. Еще услышимся. Пока!